I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре предлагаю обсудить и протестировать новый динамический микрофон от компании Maona стоимостью $100. И приходит микрофон в небольшой коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь изображен сам микрофон, есть логотип компании Maona и указано название этой модели PD300X. Ну а тут находится QR-код для проверки оригинальности этого микрофона. Ну а сзади есть описание и его функции. Ну а по техническим характеристикам, ребята, тут все очень интересно. Частотная характеристика этого микрофона от 40 Гц до 16 кГц, а максимальный уровень звукового давления составляет 130 дБ, что является отличным результатом. Так что любители покричать в микрофон без искажений точно будут довольны. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этого микрофона более подробно. Микрофон. Кабель 2 в одном с Type-C на USB-A. Инструкция по использованию и настройке микрофона и карточка с приложением Maona Arena. Ну и переходник для пантографа. Но подождите, ребята, это еще не все, ведь помимо самого микрофона я еще получил фирменный пантограф Maona, который приходит в большой коробке с изображением самого пантографа на лицевой части и названием этой модели BA37. И если у вас есть возможность, то советую сразу приобрести микрофон вместе с этим пантографом. Да, выходит уже, конечно, чуть подороже, но, ребята, он точно стоит того. И в комплекте вместе с этим пантографом мы получаем инструкцию по использованию пантографа. Ну и, собственно, сам пантограф для этого микрофона уже в собранном виде. Микрофон Maona PD300X выглядит, как по мне, отлично, он довольно увесистый и изготовлен из металла. Здесь у него используется довольно базовый и уже очень сильно знакомый мне поп-фильтр, сняв который вы сможете увидеть тот самый динамический капсюль, который, собственно, и отвечает за звук в этом микрофоне. И, конечно, радует то, что этот микрофон идет сразу с довольно хорошим пауком, который со своей функцией справляется на первый взгляд неплохо. Но, конечно, ребята, не так идеально, как мне бы это хотелось. Но здесь по бокам микрофон имеет два логотипа компании, и рядом здесь располагается клавиша мультифункциональная, причем, отмечу, предназначенная в первую очередь для мьюта микрофона, и вы также можете назначить на нее дополнительно какую-либо функцию в приложении Maona Link, например, Noise Gate при ее удержании. Ну а рядом здесь находится основная крутилка, которая отвечает за усиление самого микрофона, усиление выхода для наушников, и при ее нажатии можно отрегулировать громкость для более комфортного мониторинга, то есть сделать, например, себя потише или погромче. Причем обратите внимание, что здесь все так аккуратно подсвечивается. Ну, довольно красиво, согласитесь. Но здесь уже, собственно, и располагается выход на 3,5 мм для подключения наушников, а также вы можете подключать этот микрофон, используя как разъем USB-C, как сейчас в моем случае, так и XLR, если собираетесь использовать его со звуковой картой. И в этом обзоре, ребята, мы обязательно сравним, как звучит данный микрофон с профессиональной звуковой картой, так и по USB-C. Погнали! Ну а вот сейчас вы слышите звук с микрофона Maona PD300X, а до этого я записывал звук на свой конденсаторный микрофон Takstar SM10. Я сделал это только для того, чтобы вы смогли привыкнуть к его характеру звучания, к его более холодной аналитичной тональности, и уже на контрасте сейчас могли оценить качество звучания этого динамического микрофона Maona PD300X, который я установил на пантограф Maona BA37 и подключил его точно так же, как и Takstar SM10 к своему аудиоинтерфейсу, а именно Topping E1X2, используя, конечно, XLR подключение. И сейчас вы слышите звук точно с такими же обработками, как у микрофона Takstar SM10. То есть можно сказать, что это максимум, что я вообще могу выжать из этого микрофона. И знаете, мне нравится, как он звучит. Конечно, у конденсаторных микрофонов есть свой такой особенный, более открытый и прозрачный характер звучания, но тем не менее этот Maona тоже хорош. Теплый, нейтральный, немного притемненный на высоких частотах, он менее яркий и не такой воздушный в этой области, но согласитесь, он тоже по-своему особенно приятно звучащий. Но вам, наверное, все же интересно, а что там за обработки я вообще использую. А вот сейчас, ребята, я вам их и как раз таки покажу.
Ну а тут, ребята, как видите, все очень просто. Первым делом у меня идет деэссер от компании Waves, который очень аккуратно прибирает и контролирует все сибилянты, различные паразитные звуки, особенно чаще всего проявляющиеся в области верхней середины. Причем важно отметить то, что ставлю я его обязательно перед компрессором, где уже после на компрессоре я добавляю немного усиления для дополнительной такой легкой, едва заметной сатурации и очень аккуратно поджимаю сигнал на минус 9 дБ, соотношением 2 к 4. Ну а такой релиз я выставляю примерно на эти значения, чтобы получить такую более аккуратную и не резкую работу компрессора. И лично мне сейчас вот так именно больше нравится. Хотя стоит сказать, что раньше я этот компрессор по-другому настраивал. Но вот сейчас именно в данный момент я остановился именно на таких значениях. Ну а теперь давайте лучше посмотрим, что вообще из себя представляет новое обновленное приложение Maona Link. И скачать приложение Maona Link вы сможете на официальном сайте компании Maona. Ссылку я для вас, конечно же, сразу оставлю в описании к этому обзору, так что обязательно туда загляните, и вы сможете загрузить это приложение как для Windows, так и для Mac. И обязательно после его установки обновите прошивку для этого микрофона на последнюю версию. Ну а вот так звучит данный микрофон без каких-либо обработок. То есть сейчас вы слышите максимально сырой и необработанный сигнал. Микрофон у меня подключен по USB-C комплектным кабелем к компьютеру, и я выключил абсолютно все обработки, для того, чтобы вы сейчас могли услышать то, как различные настройки в приложении Maona Link будут оказывать влияние на звук. А поверьте мне, влияют на звук они очень существенно. Ну и первым делом, запустив приложение Maona Link, нас здесь сразу встречает новое стильное оформление, поскольку старая версия этого приложения выглядела сильно иначе. Ну а новый вариант мне реально нравится куда больше и современнее в целом-то он выглядит. И здесь сразу показан наш девайс, а именно в данном случае микрофон Maona PD300X, а слева у нас на этой шкале измеряется уровень громкости. И помните, что обычно он должен быть всегда зеленым и лишь изредка в некоторых моментах желтым, но уж точно никак не красным. И если он уходит у вас в красную зону, то, ребята, значит вы установили очень высокое усиление на микрофоне. И в таком случае просто убавьте его. Ну а еще здесь можно сразу проверить прошивку, получается, самого микрофона и при необходимости сразу быстренько обновиться. Ну а также, перейдя в настройки вот здесь, мы можем менять различные горячие клавиши и быстренько назначать на те, что вам удобнее. Ну и смотрите, друзья, здесь во вкладке Basic первым делом вы можете обратить внимание, что в приложение Maona Link добавили рекордер. То есть можно через это приложение сразу записывать весь звук с микрофона и потом уже сохранять файл где-нибудь себе на компьютер и использовать, что довольно удобно. Я уверен, эта новая функция точно многим пригодится. Но далее следует настройка усиления для микрофона. И можно как убавить, так и наоборот хорошенько так добавить громкости. И также полностью выключить звук с микрофона, нажав на эту кнопку. Все работает быстро, в этом плане здесь все отлично. Ну а далее можно отрегулировать усиление для выхода на наушники, добавить или убавить. И также полностью выключить звук, нажав сюда. Ну и, конечно, радует отдельная регулировка громкости при мониторинге для более лучшего контроля звука с компьютера, либо с микрофона. Тут уж смотрите сами и регулируйте так, как вам больше нравится. Либо вы можете нажать сюда и просто перестанете себя слышать в наушниках. Но еще здесь есть функция Noise Gate, то есть своего рода это шумодав, который отсекает все различные фоновые шумы и звуки, которые могут быть где-то у вас там на фоне, например, с улицы. Но сразу, ребята, вам скажу, что не ставьте здесь слишком маленькие значения, так как в таком случае этот шумодав будет работать очень агрессивно. Я думаю, сейчас это было хорошо слышно. Но также, как я и сказал ранее, на кнопку мьюта можно назначить дополнительную функцию. Например, при ее удержании будет активироваться шумодав, что довольно удобно. Либо выход на наушники. В общем, тут уж смотрите сами, ставьте то, что вам больше нравится. Ну а вкладка сцена, как по мне, самая интересная, так как здесь перед нами открывается целая куча возможностей. И начать стоит с 4 готовых пресетов звучания для этого микрофона. Есть как и оригинальные с абсолютно нейтральным звучанием и без каких-либо обработок. Далее следует подкастный, который дает нам такой более поджатый и скомпрессированный звук. Причем обратите внимание на кривую этого эквалайзера. Да, она применяется как раз таки к этому готовому пресету, и вы также можете ее дополнительно подкорректировать. Ну а далее здесь следует пресет для записи, который нам дает вот такой вот звук. Раз, два, три, четыре, пять, проверка связи. Ну и,
конечно, еще здесь есть пресет для геймеров, который заметно так и ощутимо уменьшает низкие частоты и довольно явно выделяет область верхней середины. В общем, довольно интересное решение. И я думаю, разницу между всеми готовыми пресетами звучания вы сейчас хорошо услышали. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Подкастный. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка связи. IC Genius на связи. Но самое главное, друзья, то, что вы можете не пользоваться этими готовыми пресетами, если вдруг они вам не нравятся, а вы можете сами накрутить себе такой звук, какой только захотите, так как здесь есть эквалайзер, где есть 4 базовых пресета, один из которых с ровной частотной характеристикой, второй со срезом низких частот, третий с усилением средних частот и четвертый уже со срезом низких и усилением средних частот. А вот уже нажав оригинальный, вы сможете подкорректировать любой диапазон, используя, получается, целых 10 полос в эквалайзере, что, согласитесь, прям очень круто, я такого еще нигде не видел. Притом обратите внимание на то, как реально хорош этот эквалайзер. Здесь есть и срез, получается, низких частот, есть и срез высоких частот, то есть low pass фильтр, да, сразу высокие частоты ощутимо так прибираются, ну прям красота, ребята. Для коррекции АЧХ этого микрофона, я думаю, это прям то, что нужно. Ну а также вы можете быстренько сохранять все пресеты и также легко переключаться между ними. В общем, Maona реально молодцы, вот за это респект. Ну а после того, как вы уже накрутили себе нужный звук, используя этот эквалайзер, вы можете еще немного финально обработать звук с вашего микрофона, используя вот этот компрессор, где есть целая куча настроек от порога сжатия, колена, атаки и даже релиза. Так еще и можно дополнительно здесь включить лимитер, чтобы вообще получить такой максимально собранный, мощный и радийный звук. Ну красота ведь, ребята, согласитесь. Сюда еще сатуратор и деэссер добавить, и будет прям огонь. Ну, в общем, как-то так, друзья. По приложению тут, думаю, все понятно. Все, что можно, я вам уже показал, да и рассказал. Никаких глюков или проблем у меня с этим приложением не было. Все работает реально сразу отлично. Но вывод у меня получился таков. Maona PD300X это отличный выбор для тех, кто ищет доступный, универсальный и качественно звучащий микрофон. Он уверенно сочетает в себе функциональность, простоту подключения, USB XLR и приятную минималистичную подсветку, которая вас не отвлекает, но добавляет такой хорошей эстетики. Ну и звучание микрофона, ребята, также очень радует. Насыщенное, чистое, с теплым и естественным тональным балансом, где есть легкий акцент на средней частотной области, который помогает лучше передавать ваш тембр, интонацию и эмоциональность голоса. Особенно это будет важно для озвучек, стримов и даже подкастов. Но также отмечу очень низкий уровень собственных шумов у этого микрофона, благодаря чему даже в неидеальных акустических условиях можно добиться достойного результата и качественного звучания. Но если вам потребуется уже более глубокая настройка, то на помощь придет вам фирменное приложение Maona Link, либо постобработка через любимые плагины, как, например, в моем случае. Ну а ссылка на покупку этого микрофона будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.